Приветствую на канале, я Ольга, около 20 лет занимаюсь физической реабилитацией. Это видео посвящено освобождению крупнейших лимфатических узлов в нашем теле. Продвижению лимфы способствуют активные и пассивные упражнения. Из-за сидячего образа жизни, из-за стрессов, которые спазмируют наше тело, а спазмы очень плохо отражаются на состоянии лимфатической системы. Они все способствуют напряжению в нашем теле. И это напряжение напрямую связано с продвижением лимфы. В сегодняшней практике мы снимем напряжение с тела, поможем движению лимфы, в первую очередь воздействуя на лимфатические узлы. А так как лимфа собирается от всего тела и проходит через лимфатические узлы, как краник, который нужно открыть. Для того, чтобы лимфа хорошо продвигалась по всему телу, нужно помочь и повоздействовать на лимфатические узлы, чем мы с вами и займемся. Для сегодняшней практики нам понадобится два вот такие мягкие массажных мячика, но если у вас их нет, вы можете воспользоваться носками. Вы берете два носочка, сворачиваете их вместе и затем наслаиваете еще по одному носочку, пока у вас в окружности не получится что-то подобие на мячик, где-то 12-10 сантиметров в объеме. Мы садимся в вот такую позу по-турецки и подкладываем наши мячики под ягодицы. Они должны быть слегка видны. Вот здесь верхняя часть. Сейчас мы с вами начинаем дышать. Дышать, раздвигая ребра, как шарик, надуваться по всей плоскости. Вбок, сзади, впереди. Стараться так, чтобы плечи не поднимались при дыхании, а именно в стороны раздувалась грудная клетка. И во время дыхания мягким кулачком мы делаем вот такие постукивания грудины. И в этот момент мы спокойно дышим, максимально раздувая ребра во все стороны. Затем мы кулачком от грудины в сторону плеча. Вдох. Вдох. И так мы спокойно дышим, объемно дышим и простукиваем несколько раз вправо и точно так же левую сторону. Тем самым мы улучшаем связь мозга с рецепторами. Наше дыхание становится более свободным, ткани становятся более мягкими, податливыми. И в дальнейшем мы будем продолжать работать с этой областью. Дальше продолжаем нижнюю часть ребер. Мягким кулачком. Стараемся раскрывать, хорошо раскрывать грудную клетку во всех плоскостях. И другую сторону. Затем над лопатками, как раз область трапеции, точно так же мы объемно дышим. И стараемся простучать мягким кулачком везде, где вы достанете вот всю эту область трапеции, захватывая верхушку лопатки. Спинку стараемся держать максимально ровно в нейтральной позиции.
Точно так же, продолжая дышать, мы простукиваем, как возможно, можно одним кулачком, можно двумя, простукиваем ребра сзади. Как достанете. И следующее положение. Мы убираем мячики и ложимся на спину. Ложимся удобно. Мячики подкладываем под верхнюю часть ягодиц, справа и слева от крестца. Шею удлиняем. Она должна быть расслаблена. Если вам некомфортно, можете что-то подложить. Стопы хорошо погружаются в пол. У нас таз будет уходить в передний и задний наклон. Будем совмещать это с дыханием, когда мы делаем вдох, при этом ребра расширяются, животик приподнимается, и при этом движении дыхание как будто бы запускает выдвижение таза в передний наклон, то есть он наклоняется вот так. А на выдохе, когда мы сжимаем ребра, ребра как будто бы за собой подтягивают таз в задний наклон. То есть у нас сжимаются ребра, опускается животик, и таз уходит в задний наклон. Все это мы делаем мягко, плавно, кайфуя. Можете закрыть глаза и прочувствовать этот процесс. Мы начинаем дышать. Таз в задний наклон. Вдох, таз уходит в передний наклон. А ребра расширились, животик поднялся. И выдох. И таз уходит, подтягивается в задний наклон. Эти движения плавные и малоамплитудные. Вдох. Вдох. Таз пошел в передний наклон. Шея расслаблена. Выдох, ребра сжимаются, и таз ушел в задний наклон. И так мы делаем 4-5 дыхательных циклов. Вдох. Выдох, ребра сжимаются, таз уходит в задний наклон. Вы можете еще представить, что когда мы делаем вдох, таз как будто бы воду вычерпнул, вылил. Как будто вот здесь у вас мисочка на животе, и вода вылилась. А когда на выдохе таз начинает уходить в задний наклон, при этом крестец поднимается вверх своим острием, им как будто зачерпнули воду, зачерпнули, а на вдохе она вылилась. На выдохе таз ушел в задний наклон, и крестец поднялся, и зачерпнули воду. И еще разок вдох. Таз пошел в передний наклон. Выдох, ребра сжимаются, и таз ушел в задний наклон. Следующее, мы остаемся в таком же положении. Стопы хорошо, плотненько лежат на полу. Шея расслаблена. Она как бы слегка подбородочек, будто бы вниз к грудине, и за счет этого ваша шея удлинилась. И сейчас мы будем продолжать дышать. При этом мы будем мягко наклонять тазовые косточки, они как будто будут втапливаться в правый мячик
затем в левый мячик. Это малоамплитудное движение, совсем небольшое. Вы мягко косточкой, как будто бы слегка выталкиваете мячик. Можно на вдохе втапливать в правый мячик, на выдохе в левый мячик. И так сделаем по 3 раза на каждый мячик. Делаем вдох, выдох в левый, выдыхаем в левый. Поясница при этом полностью расслаблена, двигается только таз. Сосредоточьтесь на этом движении, опускается только таз вправо-влево. Давайте сделаем еще 2 раза. Вдох. И последний вдох. Активно расширяем грудную клетку, не забываем о дыхании. На выдохе грудная клетка сжалась, животик опустился. Вы можете делать большее количество раз, в зависимости от того, сколько у вас есть времени для себя. Следующее. Мы мячики кладем под нижние ребра. Прям прочувствуйте их. Хорошо втаптываем стопы в пол и немножко подкрутите седалищную кость на себя к животу. При этом у вас удлинится поясничка. И шею также удлиняем. Немножко подбородочек опустили, и она удлинится. Мы будем дышать. И на выдохе приподнимать таз. Он будет уходить в передний наклон, как будто бы мы выливаем воду. А на вдохе у нас будут седалищные бугры, вот эти косточки, на которых мы сидим. Они будут мягко раскрываться. Мы будем делать вдох и аккуратно таз зачерпнул воду. Еще раз. Мы делаем вдох, ребра расширяются, хорошо расширяем ребра. И на выдохе, сжимая ребра, мы приподнимаем слегка таз. При этом колени удлиняются, они уходят к стопам. И у нас бедра вытягиваются. Ягодицы при этом слегка сжимаются сами по себе. И на вдохе мы сжимаем ребра, опускаем мягко таз. При этом седалищные бугры раскрываются мягко. И опустили таз. Снова делаем вдох, ребра расширяем. Ребра при расширении, вы даже почувствуете, как они будут в мячик. То есть сзади ребра, расширяясь, вдавливаются слегка в мячик. Ребра сжимаются, таз поднимаем, коленки тянутся слегка в сторону стоп, вытягивается эта область. Опять делаем вдох, и мы опускаем таз. Расширились седалищные косточки. Выдох. Вдох, опускаем таз, ребра расширяются. Выдох. Не забудьте хорошо расширять грудную клетку при дыхании. И
Коленки тянутся к стопам, стопы хорошо втапливаются в пол. Еще пару раз. Вдох, опускаемся. Выдох. Вдох, опускаем таз. Выдох, поднимаем. И на выдохе мы таз на себя, в задний наклон. Еще раз. Когда мы делаем вдох, таз уходит в передний наклон. Слегка. На выдохе ребра сжимаются, они как бы тянут к себе таз. Он поднимается вот так наверх. Теперь достаем аккуратно мячики. И следующее положение, мы кладем их прямо посередине лопаток. С одной стороны и с другой стороны. При этом не на позвоночник, по бокам от позвоночника. Ручки кладем за голову. Ножки на одном уровне, стопы втапливаются в пол. Удлиняем шейку, подбородок слегка к ключицам, и вы почувствовали, как у вас удлинилась шейка, она расслабленная. И в этом положении, также объемно дыша, мы будем двигать вправо-влево спиной, как будто бы вы чешете спиной о мячики, и они сдвигаются вправо и влево. Вы просто спокойно, объемно дышите и вправо-влево двигаетесь на мячиках. На выдохе сжимаете ребра. Вдох. Чувствуете, как у вас втапливаются на вдохе ребра в мячики. Снимаем напряжение. Возможно, здесь у вас будут какие-то неприятные ощущения. Мы размассируем триггерные точки. И, кстати, на нижних ребрах задних тоже, возможно, вы почувствовали триггерные точки, какие-то места напряжения. Делайте это столько раз, сколько вам хочется. Переходим к следующему. Достаем аккуратно мячики, оставляем один, и мы его кладем вот сюда в ямочку, где шея соединяется с головой. Ложимся комфортненько, в таком же положении, ножки втоплены. И мы просто лежим в этом положении. Представляете, что ваша голова – это как такой пакетик со льдом, который распластался по камешку. И максимально расслабляемся. Это очень напряженная зона. И расслабляя ее, убирая спазм, мы освобождаем движение лимфы. Лежим, точно так же дышим объемно. Таз тяжелый, стопы втоплены в пол. И делаем 5 дыхательных циклов. Шея максимально расслаблена.
Позвольте ей втопиться в мячик и расслабиться, насколько это возможно. Представляете, как у вас мячик расширяется, ребра как мячик во всех плоскостях, в стороны, вверх, вниз, в стороны. При этом животик поднимается на выдохе, ребра сжимаются, животик опускается. И еще разок. После того, как мы полежали на мячике, сейчас мы будем удлинять шею, мягко опускаем подбородок, он тянется к ключицам, а затем просто возвращается плавно обратно. Это такой миофасциальный массажик, миофасциальная стимуляция. Мы растягиваем ткани, мячик, двигаясь вперед-назад, вдавливая ее, мы растягиваем ткани, улучшаем кровообращение в этой зоне, убираем напряжение и помогаем лимфе двигаться. Точно так же объемно дышим и двигаем головой, стремимся, делаем вдох и шейкой стремимся. И возвращаем вдох. Выдох, вдох, подбородок тянется к ключицам, слегка, мягко. На выдохе расслабились. Вы абсолютно расслаблены. Вдох. Очень важно объемно дышать. Вдох. Вдох. Расслабили, вернули в это же положение. Средний вдох. Выдох, расслабились. Следующее, мы берем мячик один, ложимся, в моем случае, на левый бок и находим вот это положение по средней части, где-то выше этой резинки, посерединке, где ребра, ложимся на мячик, подкладываем руку под голову. Если вам некомфортно, то вы можете подложить под голову еще что-то. В этом положении мы чудесно можем проработать триггерные точки в межреберных мышцах. И там же находятся лимфатические узлы. И мы будем точно так же объемно дышать, при этом расширяя ребра максимально. Вы дышите как будто вот этой частью в мячик, но при этом и здесь расширяем, впереди, сзади. И тазовой косточкой на вдохе тянемся к стопам. То есть вы вытягиваете вот это, удлиняете эту линию. При этом хорошо прорабатываются триггерные точки. Давайте мы сделаем 5 раз. Делаем вдох, расширяем ребра и удлиняем, вытягиваем только тазом. При этом ничего не меняется. Поясничный отдел, грудной отдел на одном уровне. Двигается только таз, удлиняется, и грудная клетка. Давайте вдох. И вернули в обратное положение. Таз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
вдох, сопровождаете рукой, если вам удобно. Выдох, вдох. И еще разочек. Вдох. Точно так же на правой стороне. И дышим 5 раз объемно. Сосредоточьтесь, расслабьтесь. Удлиняем. Бок и выдох, вернулись. Тянемся. Вот туда тянем бедро. При этом не забудьте, что шея расслаблена. Если некомфортно, подложите что-то под голову. Вдох. Вдох. Можете чувствовать какие-то не очень приятные ощущения в районе ребер, но это нормально. Если вы повторите несколько раз, тело привыкнет, и у вас уйдет какая-то болезненность, возможно, неприятное ощущение. Вдох. Еще разочек. Вдох. Выдох. Теперь мы ложимся на животик. Мячики кладем вот в этой ямочке. Вот косточка тазовая. Вот здесь такая ямочка. И второй точно так же мячик. И ложимся на животик. Голову кладем на ручки. И в таком положении мы простимулируем паховые лимфатические узлы, область таза. Мы будем точно так же объемно дышать. И при этом мы будем приподнимать ножку, но приподнимать не высоко, а больше вытягиваясь за стопой, то есть стопой тянемся вот туда. Вытягиваем, и при этом у нас будет такой массажик происходить, движение одновременно с массажиком, растягиванием тканей этой области. Будет сниматься напряжение и освободиться ток лимфы. И так делаем по несколько повторений. Давайте по 5 раз на каждую ногу. При этом мы стремимся лобковой косточкой к пупку. Шейка расслаблена, удлинена. И вдох. Поднимаем ножку, выдох, опустили. Вдох, ребра расширяем объемно. И удлиняем ножку. Чуть приподняли и потянули ее в противоположную сторону. Расслабили. Вдох. Потянули ножкой. Выдох. И у вас эти ткани хорошо стягиваются в этой области, где ваши мячики расположены. Вдох. Это как раз проекция лимфатических узлов. Поясничка расслаблена, удлинена за счет того, что у вас подкручена лобковая кость к пупку. Удерживайте это положение. Вдох. Выдох. У вас лобковая кость, она подкручена и в пол втапливается, когда вы поднимаете ножку. Вдох. Выдох. То есть вы приподняли и ножкой тянетесь в противоположную сторону, к стенке. Вдох.
Выдох, расслабились. Не забывайте про объемное дыхание в грудной клетке. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох, левая нога. Выдох. Это небольшое разгибание, поднятие ножек. Но мы вытягиваем себя за ними. Вдох. Выдох. И объемно дышим. Вдох. Лобковая кость подтянута к пупку. Слегка. Выдох. Шея расслаблена. Вдох. Выдох. И последний вдох. Выдох. Продолжая лежать на мячиках, мы поднимаемся вот в такое положение. Удлиняем ключицы. То есть мы стремимся грудной клеткой вот сюда, вперед. Стремимся, грудная клетка сюда, расширены ключицы, плечи. И мы продолжаем дышать и поднимать ногу точно так же и тянуться ею в противоположную сторону. Мы спокойно делаем вдох, расширяем грудную клетку, тянемся ею вперед, плечики опустили, широкие ключицы и приступаем. Вдох, ножкой потянулись, выдох, опустили, вдох, выдох, расслабились. По 5 раз каждой ножкой. Мы еще больше освобождаем паховые лимфатические узлы. Лобковая косточка направляется вперед. Вы ее удерживаете, как будто она стремится к пупку. Вдох. Ножку приподняли, от себя потянули, расслабились. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Поясница без напряжения. И еще разочек. Вдох. Выдох. Вдох. Убираем мячики и кладем прямо на лобковую кость. Ложимся. Кладем руки под лоб. Точно так же у вас широкая грудная клетка, широкие ключицы, лопатки опущены вниз. И мы делаем движение тазом, при этом объемно дыша. Мы на вдохе, таз уходит в передний наклон, и у вас естественным образом слегка прогнулась поясница. На выдохе ребра сжимаются, и таз вернулся в исходную. Он чуть-чуть подкрутился в сторону пупка. Вдох.
Здесь также естественным образом включаются мышцы пресса. Вдох. Мягко, мягко двигаем тазом. Вдох, ребра расширяются. Таз уходит. Передний наклон. Выдох. Подтягивается таз, возвращается чуть-чуть в задний наклон. Вдох, передний наклон. Выдох. Вдох. Выдох. Еще 3 раза. Вдох. Вдох, таз, передний наклон. Выдох. Еще разочек. Вдох. Выдох. Кладем под ребра. Ложимся комфортно. Точно так же руки под лоб. Будем объемно дышать. При этом широкие плечи, ключицы. Делаем вдох. Выдох. Вдох. На вдохе вы ребра втапливаете прям в мячики. А на выдохе расслабляемся. Вдох. Выдох. Когда мы делаем вдох, вот эта нижняя линия, она удлиняется вся. Вдох. И лобковая кость, она втапливается в пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Теперь мы приподнялись вот в такое положение. Оставляем широкими плечи. И мы будем делать эти подъемы на вдохе. При этом делая объемный вдох, расширяя ребра. И грудиной мы будем тянуться вперед и втапливаться одновременно в мячики. То есть у вас будет такое ощущение на вдохе, как будто на вдохе вы слегка толкаете мячики вперед, а коврик при этом в противоход руками на себя. А на выдохе плавно опускаемся. Делаем вдох. Еще раз. На вдохе мы поднимаемся, грудиной толкаемся вперед, а руками в противоход, как будто бы коврик на себя. Вдох. При этом шею мы не переразгибаем. Она слегка разгибается, насколько комфортно, но насильно ее не разгибаем. Вдох. Вдох. Еще важно, вы когда лежите, стопочки тянутся носочками вперед,
не заваливайте их вовнутрь. Хорошо простимулировали эту область, межреберные мышцы и лимфатические узлы, которые расположены в этой области. Теперь берем один мячик и располагаем его в области грудины. Руки кладем в такой же позиции, расслабляемся на мячике и делаем вдох, приподнимаясь и толкая грудиной мячик. Шею не запрокидываем сильно, чуть-чуть она приподнялась. И на выдохе мы прям хорошо-хорошо расслабились. На вдохе мы толкаем грудиной вперед, хорошо толкаем мячик, лопатки опустились вниз, плечи широкие, ключицы тоже, вдох. И на выдохе мы максимально расслабились. Еще пару раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Садимся вот в такую позицию, мы будем расслаблять лобное брюшко. Кладем его вот так. Ручки можно вот в такой позиции. И задача максимально расслабиться и удлинить поясничку. И просто объемно подышать. Давайте 5 раз. Вдох. Стараемся максимально расслабить лоб. Почувствуйте, как ваша поясничка удлинилась хорошо. А лобное брюшко расслабляется. Вдох. И еще один объемный вдох. И последнее. Кладем мячики в область подколенных впадинок, позволяя втапливаться мячиком в заднюю поверхность бедер и икроножные мышцы. Потихоньку опустились, задержались немножко в этом положении, подышали. И немножко малоамплитудно, таз вправо, таз влево, не забывая дышать. Поднимаемся и сдвигаем мячики чуть дальше. Точно так же потихонечку присаживаемся, втапливая постепенно. Немножко задержались в этой позиции, подышали. И подвигаем тазом. И на самый конец, практически вот где заканчивается мышца. Точно так же. Посидим немножко, подышим. И тазом вправо-влево, малоамплитудно. Напоминаю, что у меня появился телеграм-канал, где я делюсь опытом. Информацией и опытом в реабилитации.
После перенесенных операций, при таких диагнозах, как сколиоз, остеохондроз, нарушение осанки, плоскостопие, диастаз и многое другое. Там мы сможем обсудить с вами интересующие вас вопросы. Переходите по ссылке ниже в описании под этим видео. На этом у меня все. Поделитесь в комментариях, как вам эта практика, какие у вас ощущения. Делайте ее по мере возможности, включайте в свои тренировки. Она дает потрясающие результаты. Больше информации вы найдете в других моих видео. Если вам было интересно, не забудьте подписаться, поставить лайк и до встречи в следующих видео.